Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Звездное семейство Бекхэм вновь замечено во французской столице, что вполне объяснимо, ведь в расписании недели моды в Париже уже который сезон подряд мы видим именитый британский бренд Victoria Beckham. Ранее показы этой марки проводились только в Лондоне и Нью-Йорке, но дизайнер продолжает покорять модную вершину, представив на суд зрителей коллекцию «Осень-зима 2024-2025». Мы хотели создать одежду, которая меняет смысл гардероба. Так утверждает Виктория в комментариях к образам новой линейки. К привычной изысканности нарядов этого бренда теперь добавились намеки на экспериментальность. Например, трикотажные платья и юбки словно забыли снять с плечиков, на которых они хранятся в шкафу. Классически пошитые костюмы необычно стилизованы. Нас явно проверяют на внимательность и предлагают угадать, из чего и как создана эта простая и одновременно сложная по конструкции одежда. Со слов дизайнера, основная идея здесь выглядит так, будто вы стоите у зеркала и прежде чем что-то надеть, поочередно прикладываете к себе каждую вещь. Наверняка этот жест вам знаком, милые дамы. Особенно, когда нужно быстро решить, к лицу вам наряд или совсем не подходит. В результате на подиуме появились вещи-обманки, когда спереди мы наблюдаем строгий жакет, стильную куртку либо минималистичный джемпер, а сзади у данной одежды вдруг открытая спинка. Подобные образы Франкенштейны, которые совершенно по-разному смотрятся фронтально и со спины, мы уже точно видели в осенне-зимней коллекции Prada. Очень похоже, что эта фишка становится главным хайлайтом в марафоне показов модных луков на холодный сезон. Следующий интересный момент – брюки в пол с дополнительным расширением к низу, за счет которого брючины буквально полностью накрывают обувь, касаясь земли. Подобное решение вызвано желанием дизайнера сделать в визуальном плане длину ног максимальной, что тем более выигрышно смотрится в сочетании с короткими куртками. Из модных новинок стоит отметить воротники-стойки. Они наверняка получше любого шарфа закроют лицо и шею от холодного ветра. Да, Виктория не так уж часто отходит от элегантного кроя, но в этот раз набралась смелости и решилась на эксперимент. Однако среди зрителей нашлись оригиналы, кто сравнил данный элемент одежды с ветеринарным защитным воротником для кошки либо собаки. Зато накрахмаленный воротничок от рубашки в качестве стильного аксессуара на шее вызвал однозначное одобрение публики. Не менее высокий положительный балл получили джинсовые комплекты из темного денима, идеальные пальто, дафл-кот и одежда из кожи. По поводу последней на показе случился конфликт. Активисты по защите животных штурмовали подиум, размахивая плакатами с громкими надписями «Да здравствует веганская кожа» либо «Животные не ткань». Они были разгневаны позицией бренда, который не отказался от использования в производстве натуральной кожи. Завершилось модное дефиле серией очаровательных полупрозрачных платьев и нарядов с танцующей серебристой бахромой. Отдельной строкой хочу выделить обувь. В представленной коллекции новую жизнь получили давно знакомые туфли-лоферы. Здесь хороши и модели на толстой рифленой подошве, и варианты на высоченном каблуке. Шикарно смотрелись на девушках и мюли на шпильке, тем более в дуэте с тончайшими чулками с узором. Пару слов напоследок о цветовой гамме модного ряда. Вот с чем, а с цветом у Beckham получается работать лучше всего. Она умеет органично разбавлять сдержанную изысканность черного, синего и бордового благородной палитрой красных, зеленых, коричневых и желтых оттенков, приправив деликатно все белым и нежно-розовым. Несмотря на недавнюю травму ноги, Виктория, будучи на костылях, уверенно вышла на подиум под громкие аплодисменты, которые дизайнер получила вполне заслуженно. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем. С большим интересом, мои дорогие подписчики и гости канала, жду ваше мнение о коллекции в комментариях. Скажу огромнейшее спасибо за поставленный лайк. Всем совершенства и красоты, нескучного позитивного дня и солнечного настроения!